Всем привет! Сегодня расскажу вам, как пользоваться фотоаппаратами Polaroid, какие кассеты для этого нужны и как получать вот такие вот классные карточки. Поехали! Итак, для работы нам потребуется Polaroid любой модели. В данном случае у нас Polaroid 636 Close-Up. Кассеты. Это самые новые кассеты Polaroid Originals, цветные с белой рамкой. Ну и желание фотографировать. Как пользоваться фотоаппаратом? Для начала нам нужно его открыть. Открывается фотоаппарат руками. Также он закрывается, без всяких кнопочек, просто усилием. Иногда, если вы находите в шкафу старый фотоаппарат, он может немножко тупить. То есть открываться или закрываться прямо вот со скрежетом. Просто сильнее давите. Далее. Нам нужно вставить нашу кассету. Берем кассету, вскрываем ее и достаем из коробочки. Вот что у нас получилось. Как выглядит кассета? Это защитный слой. Под ним находятся сами карточки, бумага, краска, все, что может потребоваться. И на обороте находится батарейка. Помните, без батарейки ваш фотоаппарат не работает. Следовательно, вам всегда придется покупать вот эту кассету. Открываем лоток. Сбоку у нас есть ползунок со стрелочкой. Нажимаем. Открывается наш лоток. Кстати, если у вас какой-то другой фотоаппарат, вы можете посмотреть, открыв лоток, какие кассеты вам подходят. В данном случае, видите, написано фильм Polaroid 600. Это значит, что вам подходит любая кассета серии 600. В некоторых фотоаппаратах может быть написано Image Spectra, в некоторых может быть написано SX70. Это немножко другой тип кассет. Скорее всего, они будут выглядеть так же, но с другой светочувствительностью. И это очень важно. Итак, мы открыли лоток. Теперь нам нужно вставить нашу кассету. Кассета влезает только одной стороной. Обратите внимание, вот так вот. Или вот так вот. Она просто не влезает чисто физически. Поэтому у нас есть один единственный верный вариант. Батарейка вниз, защитный слой наверх. Вставляем до упора. И закрываем до щелчка. Оп. Вот вышел наш защитный слой. Что мы с ним можем сделать? Вариант 1. Мы можем его выкинуть. Вариант 2. Мы можем сделать коллекцию из карточек в виде защитного слоя. То есть, смотрите, здесь у нас Creative Brief 2 из 30. На самом деле есть 30 карточек только в этом типе кассет. В каждом типе есть своя коллекция. Бывают разные цитаты, фразы, бывают картинки. То есть, очень-очень много всего, что можно собрать. Оставляем ее. Теперь открываем фотоаппарат. Ждем, пока у нас загорится лампочка. Лампочка – это вспышка. На самом деле мы не должны, или точнее не обязаны ей пользоваться. Я вам покажу режимы. Есть у нас ползунок с 3 полосочками. Нейтральное положение, как стоит сейчас. Есть светлее, есть темнее. Это темная стрелочка. На самом деле снимать нужно в хорошем дневном свете. Чем лучше освещение, тем лучше будет фотография. Также не забывайте про насыщенные яркие цвета. Красный, зеленый, желтый, розовый и так далее. Чем больше ярких цветов, тем будет лучше ваша фотография. Если вы снимаете в помещении, вы должны понимать, что фотография будет желтеть. Теперь по поводу фотографирования на ярком солнце. Вы должны понимать, в наших кассет светочувствительность 600. На ярком-ярком солнце ничего не получится. Опять же, кадр засветится и будет полностью желтым. Если, например, мы снимаем на черно-белую кассету, он будет больше белый. Что нужно сделать? Либо мы на ярком солнце не снимаем вообще, либо вы отходите в тенек и делаете ползунок на черное, то есть чуть-чуть темнее. В таком случае фотография получится. Также у фотоаппарата есть вот такой вот ползунок. Это изменение фокусного расстояния. Изначально фотоаппарат настроен на расстояние от 1,2 метра до бесконечности. С помощью вот этой полосочки мы можем снимать портреты на расстоянии от 0,6 метров до 1,2 метра. Но весь фотоаппарат сделан из пластмассы. Наша линза тоже пластмассовая. И когда вы накладываете еще один пластмассовый фильтр, качество кадра намного-намного ухудшается. Представьте, что если вы на своем телефоне делаете приближение, у вас повышается вот эта вот зернистость. Постарайтесь не пользоваться этим режимом, оставьте как есть. Очень-очень не рекомендуем пользоваться вот этой штучкой. Итак, остается посмотреть режим со вспышкой и без вспышки.
Вот наша кнопочка спуска. Она состоит из двух частей. Активатор вспышки, активатор щелчка. То есть, если мы хотим сделать кадр со вспышкой, мы нажимаем полностью, тем самым мы делаем щелчок и активируем вспышку. Если вы хотите сделать кадр без вспышки, вы делаете только щелчок. Итак, по поводу функции, в принципе, мы с вами все выяснили. Осталось пару формальных моментов, которые я тоже хотел бы вам рассказать. Вот тут вот в окошечке будет написано количество снимков. Раньше в кассетах было 10 фотографий, поэтому счетчик, как только вы вставляете кассету, пишет циферку 10. Когда вы делаете снимок, счетчик уменьшается 9, 8, 7 и так далее. Но в наших новых кассетах Polaroid Originals снимков 8. Следовательно, когда у вас останется 2 снимка, кассета закончилась. Куда девать использованную кассету? Как только вы отсняли вашу кассету, вам нужно ее достать. Как только вы отсняли, сразу достаем. И у вас есть вариант, что с ней сделать. Первый вариант, вы ее просто выкидываете. Второй вариант, вы можете сдать ее в переработку. Потому что наша кассета в пустом состоянии выглядит вот так. Здесь только кусочек пластмассы, защитная металлическая оболочка. И под ней находится батарейка. Она достаточно вредна для экологии. Мы очень-очень рекомендуем вам сдать ее в переработку. На этом все. Фотографируйте на Polaroid, получайте классные фотокарточки, делитесь ими с друзьями, создавайте коллекции. Всем пока!